Всем привет! Сегодня будем обрабатывать вот такой материал. Это советские транзисторы КТ-608 в количестве 114 штук. Как видим, все они паянные. Также на корпусах присутствует лак. Значит, по плану обработки. Сначала попытаемся снять лак, затем обработаем их растворителем припоя, для того, чтобы в дальнейшем припой нам не помешал. Ну и дальше по классике вытравливание основы и обработка всего оставшегося при помощи царско-водочного процесса. Начнем. Лак попытаемся снять при помощи раствора гидроокси калия. Для этого берем 150 мл обычной недистиллированной воды. Запускаем магнитную мешалку и присыпаем 50 грамм гидроокси калия до растворения. Растворение гидроокси калия сопровождается нагревом раствора. Вся гидроокись калия растворилась. Извлекаем магнитный якорь и присыпаем материал. Весь материал покрылся раствором. Ждем. Ну а пока с материала удаляется лак, определимся с нашими хотелками. Сегодня у нас 26.02.24. Обрабатываем КТ-608 в количестве 114 штук. Значит, по данным моего любимого сайта Drag Metal Inform, содержание драгоценных металлов, именно золото, в этих транзисторах равно 0,0224. Помножим это на 114 штук и получим 9,55 грамма. Так, ну корпуса у нас транзисторов не новые, где-то с укороченными ногами, где-то опять под припоем, поэтому по традиции вычтем из этого количества примерно 20% и получим, что наши хотелки равны 2,04 грамма. Ну, соответственно, с хотелками определились. Вот то количество, на которое мы будем ориентироваться. Тем временем прошло 12 минут. Лак благополучно снимается. Раствор гидроокиси калия потемнел. Я думаю, еще минут 5 и на этом будем заканчивать. Лак растворился. За кадром я прилил 300 мл обычной недистиллированной воды для того, чтобы снизить концентрацию лака в исходном растворе и также предотвратить его обратное налипание на материал при декантации. Сейчас за кадром я все это промою и будем работать со растворителем припоя. За кадром я слил раствор гидроксида калия, при помощи которого мы избавлялись от лака.
И выяснилась одна не самая приятная вещь. Сейчас попробую вам показать. Вместе с лаком смылась часть золотого покрытия, которая была на транзисторах. Они побелели. Вот так вот они теперь выглядят. Особенно это заметно на задних стенках. Например, вот. Какие мысли есть по этому поводу? Исходя из тех реактивов, которые мы задействовали для снятия лака, а именно гидроксид калия, единственная реакция, при которой золото могло уйти в раствор, это образование аурата калия, калий ауромо-2. Эту реакцию по справочникам можно получить в двух случаях. Это при взаимодействии метагидроксида золота третьего в растворе гидроксида калия, либо обменной реакцией аурата бария и соли калия серным основанием. Но все это очень странно, так как в исходном материале никакого метагидроксида золота третьего у нас не было. У нас было чистое золото в виде напыления. Возможно, конечно, что раствор гидроксида калия был слишком насыщенный, и у нас получился не раствор, а расплав. Но это все равно не должно было приводить к смывке золотосодержащего покрытия. В любом случае, я никогда не сливаю жидкости, которыми обрабатываю материал до окончания всех операций. У нас остался раствор после обработки лака. И если золото у нас действительно в него перешло, то мы будем в дальнейшем здесь его искать. Ну а сейчас займемся приготовлением растворителя припоя. Для этого нам понадобится 200 мл дистиллированной воды, 50 мл азотной кислоты, 1 грамм мочевины и 12 грамм лимонной кислоты. Так, приливаем в стакан небольшое количество воды, высыпаем мочевину. Сейчас нам надо ее растворить. Мочевина растворилась. Теперь приливаем небольшое количество азотной кислоты для того, чтобы образовался нитрат мочевины. О его образовании будет говорить помутнение раствора. Раствор у нас помутнел. Выпал нитрат мочевины. Теперь приливаем остаток дистиллированной воды. И присыпаем 12 граммов лимонной кислоты до растворения. Лимонная кислота у нас растворилась. И приливаем остаток азотной кислоты. Наш растворитель припоя готов. Теперь извлекаем магнитный якорь и присыпаем наш материал. И ждем.
Потемнение раствора будет говорить о том, что припой растворяется и освобождает золото, которое продиффундировало с ним во время нанесения этого припоя на ножки. Для вас, как обычно, прошло пару минут. Для меня чуть меньше часа. Растворитель припоя отработал. Раствор потемнел. Но, судя по степени потемнения, золота в растворе высвободилось немного. Сейчас мы это сольем. Промоем. Будем обрабатывать дальше. Я не вижу смысла обрабатывать этот растворитель припоя отдельно. Я пропущу его через бумажный фильтр, поймаю все взвеси на этом фильтре и в дальнейшем будем этот фильтр растворять вместе с основным материалом царской водки. Ну а пока приготовим раствор для травления. Так, для этого нам понадобится 750 мл дистиллированной воды, 100 мл серной кислоты. Не пугайтесь, капает не серная кислота, просто при каждом переливании из больших емкостей в маленькие я вот эти вот емкости замываю наружу. Так, и понадобится 50 мл азотной кислоты. Все реактивы у меня в ткаче. Так как живу в большом городе, есть возможность их без проблем добывать. Так, приливаем серную кислоту. Опять же повторюсь, серную кислоту приливают к воде, ни в коем случае не наоборот. И приливаем 50 мл азотной кислоты. Сейчас за кадром я промою материал и засыплю его в приготовленный раствор. Материал я промыл. Вот что у нас получилось после растворителя припоя. Можно видеть, что он благополучно сошел. Присыпаем материал. Несем все это на плитку. Плитка у нас разогрета. Также после приливания серной кислоты в воду разогрелся и раствор для травления. Ждем начала реакции. Реакция стартовала, началось выделение газов.
моноксида, диоксида азота и водорода. Травление займет, думаю, около 40 минут. Дальше будем смотреть, стоит ли травить материал второй раз. Ставлю вас на таймлапс, а сам за кадром пока отфильтрую раствор после растворителя припоя. Реакция подходит к концу. Думаю, что еще минут 10-15 и можно будет завязывать. Ну и после этого, соответственно, раствор понесем на фильтрацию. Думаю, нет смысла травить второй раз. В основном здесь, судя по цвету, никель и медь. Ножки все равно не протравятся. Вот, а при осаждении никель и медь нам не помешают. Материал протравился. Теперь отправляем этот раствор на фильтрацию. И вместе с фильтрами после фильтрации отправим на растворение в царской водке. Начинаем фильтрацию. Берем 2 фильтра синяя лента. Соединяем компрессор. Включаем компрессор. Смачиваем фильтры. И переливаем наш раствор. Но пока идет фильтрация, я перенесу наш материал в стакан меньшего размера. Фильтрация закончена. Вот что удалось поймать на фильтре. Сейчас я этот фильтр перенесу в стакан с основным материалом и будем растворять. К основному материалу отправляются фильтры после обработки раствора растворителя припоя. Вот их 2 штуки. Кстати, вопросу, почему 2 штуки?
Вот это верхний, вот это нижний. Соответственно, если бы был использован один фильтр, то были бы, пускай небольшие, но все-таки потери. Так, ну и по традиции проверим фильтрат после основного травления на наличие серебра. Приливаем соляную кислоту. Ну и по традиции видим, что никакого серебра у нас в растворе нет. Хлорид серебра не выпал. Отставляем. Теперь нам необходимо приготовить раствор царской водки. Для этого приготовим, я думаю, миллилитров 60. Для этого приливаем 45 миллилитров соляной кислоты. И 15 миллилитров азотной до 60. Значит, в объемных долях соотношение кислот 1 к 3. В массовых 1 к 2. Раствор царской водки готов. Покрываем наш материал небольшим объемом дистиллированной воды. Приливаем царскую водку. Вот как наш материал выглядит снизу. Ставим на подогрев и ждем растворения. Реакция стартовала. Золото растворяется. Видим, что раствор получится грязноватый. Остались, естественно, примеси попутных металлов. Судя по цвету, никеля, железа. Я надеялся, что останется только медь. Да, для растворения 1 грамма золота достаточно 5 миллилитров царской водки. У нас здесь 60. Этого хватит с избытком даже на растворение попутных металлов. Потому что ожидаемый выход у нас в районе 2 грамм. И для растворения 2 грамм золота достаточно было бы 10 миллилитров царской водки. Кипятим еще 5 минут. После этого слегка остужаем и отправляем на фильтрацию. Раствор немного остыл и готов к фильтрации. Приступим. Берем 2 фильтра синяя лента. Смачиваем. Стыковываем, включаем компрессор. И переливаем наш раствор. На входе раствор получился достаточно грязный, но посмотрим, что будет после фильтра.
Фильтрация закончилась. Теперь промываем фильтр. До тех пор, пока из воронки не начнет капать прозрачный раствор. И увеличиваем мощность всасывания. Видно, что жидкость имеет теперь прозрачный цвет. Фильтрацию можно считать оконченной. Сейчас осушим фильтр, перельем раствор и будем думать, что делать с ним дальше. Раствор отфильтрован. Перелить стакан емкостью на 600 мл. Вот такого он получился цвета. Судя по цвету, есть примеси никеля, меди и какое-то количество железа. Ну, я думаю, что в таком состоянии попробуем его и восстановить. С промывочными водами получилось примерно 400 мл. Раствор перенесен на магнитную мешалку. Включаем подогрев. Греть будем, как обычно, градусов до 80. Ставим магнитный якорь. А пока раствор греется, приготовим восстановитель. Восстанавливать будем одноводным раствором гидрозин-гидрата. Я уже набрал несколько кубиков. И теперь мы его разбавим в соотношении примерно 1 к 3 с дистиллированной водой. Для того, чтобы реакция восстановления была не очень бурной. Раствор, как и планировалось, нагрелся до 80 градусов. Самое время пригасить продукты азотной кислоты. Гасим мочевиной, как обычно, в пасеке. Есть выделение газов. Вот и случился первый залет. Так, ну, как я показывал при экскурсии по лабе, у нас ничто никуда не вытекло. Пролилось вот сюда. Весь раствор сидит в сотах. Сейчас я его аккуратненько соберу. Соберу то, что будет на мешалке. И будем дальше гасить и осаживать. Так, ну вот промежуточные результаты нашей спасательной операции. Мешалку я отмыл. В нее собрал все вот этот стакан. Так как на мешалке был включен подогрев, то вылившийся раствор успел упариться до солей. И даже более того, золото, находящееся в этих солях, металлизировалось. И таким образом восстановилось. Вот это мы можем сейчас здесь наблюдать. Значит, следующим действием я соберу вот этот вот пролившийся раствор вот в этот стакан. Немного добавлю царской водки, растворю, отфильтрую, добавлю в исходный раствор. Ну и будем продолжать восстановление. Убежало всего лишь миллилитров 20. Поэтому с учетом того, что я все соберу, потери будут минимальные. Скорее всего, их вообще не будет. Так, ну вот практически весь раствор собран. Собираю с помощью вот такой вот ватки. То, что собирается, выкапываю в этот стакан. Ну и последний раз замываю водой. И собираю еще раз.
Так, царская водка сработала. Золото, которое перед этим установилось, у нас растворилось. Вот, теперь вливаем все эти растворы. За кадром я сейчас все это отфильтрую и прилью к основному. За кадром раствор я отфильтровал. Ошибок прошлого повторять больше не будем, поэтому берем посуду побольше, сливаем оба раствора. И греем. Вот, ну, пока у нас нагрев еще не закончился, мы погасим продукт азотной кислоты на холодную. Видимо, азотки получилось слишком много, поэтому у нас было такое бурное выделение газов. На холодную его быть не должно. Так, ну, греем, как обычно, до 80 градусов. Дальше присыпаем контрольную в голову мочевины и восстанавливаем наше золото. Итак, у нас тут второй дубль. Раствор нагрелся до 80 градусов. Продукт азотной кислоты я предварительно погасил на холодную. Всыпаем контрольный. Выделение газов отсутствует. Начинаем прикапывать восстановитель. Достаточно насыщенный раствор. Видим изменение цвета. Для восстановления 1 грамма золота достаточно 0,17 мл одноводного раствора гидрозин-гидрата. Это самый эффективный восстановитель. Видим, начинается коагуляция. Несмотря на то, что раствор был грязный изначально, загрязнен раствором меди, никеля, возможно, немного железа. Скорее всего, что коагуляция состоится. По поверхности начинают плавать хлопья. В процессе подсыпем немного мочевины. Она также поспособствует коагуляции. Прикапываем еще немного. Гидрозина достаточно. Теперь ждем, как просветлеет раствор. Вот видно, что плавают уже по стакану коагулированные частички золота. Они в процессе вращения насобирают на себя холодное золото, которое находится в растворе, и потом упадут на дно.
Вот промежуточные результаты процесса восстановления. Видим, что осадок уже сбился в комочки. Не знаю почему, но ни у кого не видел такой способ восстановления при помощи магнитной мешалки и подогрева. По мне так очень удобный. Комочки сбиваются при помощи якоря более плотной структуры, затем падают на дно. Плюс, вращаясь по стакану, они соскребают с него зеркало, если оно вдруг образуется. Я думаю, что покрутим еще минут 5-7, и этого будет достаточно. Раствор должен стать прозрачным. Ну вот, собственно, и все. Процесс восстановления закончен. Раствор просветлел и стал практически прозрачным. Выключаем мешалку. Извлекаем якорь. Промою. Сейчас я дам этому раствору отстояться и солью в отстойник для последующей обработки. Вот так вот выглядит наш осадок и раствор прозрачный. Осадок промыт на 3 раза дистиллированной водой, залит ей же. И теперь будем его кипятить и сушить. Осадок просушили и будем взвешивать. Посмотрим, реализуются ли наши хотелки. Весы по нулям. Один 57. Хотелки наши в виде 2,4 грамма не реализовались. Подведем предварительные результаты. Значит, фактически выход предварительный. У нас 1,56 грамма. С хотелками 2,4 грамма не бьется. Так, ну посчитаем, какой у нас средний выход на один корпус. Делим это на 114 штук транзисторов и получаем 0,136,8. Ну, в общем, маловато.
Ну, теперь, я думаю, самое время вернуться к тем чудесам, которые у нас творились в самом начале обработки. Ну, а чудеса у нас творились следующие. При попытке снятия лака с корпусов транзисторов насыщенным раствором гидрооксида калия, возможно, что вместе с лаком в раствор перешла часть позолоты этих самых корпусов, о чем свидетельствовало обеление корпусов транзисторов в месте золочения. Значит, раствор я не сливал после снятия лака. Вот этот раствор фильтрованный. На фильтре, кроме частичек лака, я ничего не заметил. Поэтому, если наши предположения верны, то сейчас в этом растворе находится некоторое количество захваченного золота. Исходя из того, что из реактивов мы использовали только насыщенный раствор гидрооксида калия, единственное возможное соединение, которое у нас могло получиться в растворе, это комплексный окисел металлов золота и калия, аурат калия, который обычно по химическим справочникам получается в результате кипячения метагидроксида золота трехвалентного в растворе гидрооксида калия. Аурат калия образует кристаллогидраты светло-желтого цвета. Это кристаллы, растворимые в воде. Основным способом восстановления золота до металлического состояния из раствора аурата калия является восстановление формальдегидом в присутствии высокодисперсного зародышевого золя золота. Этот зародышевый высокодисперсный золь золота нам предстоит изготовить отдельно. Ну а перед этим где-то раздобыть формальдегид, либо его синтезировать. Ну а так как у нас раствор щелочной, для начала я попробую небольшое количество этого раствора обработать порошком цинка, и, возможно, удастся высадить металлическое золото на цинк. Ну, собственно, план действий нарисовали. Снова надеваем перчатки и начинаем. Ну, собственно, вы все видели. Я попытался небольшую часть раствора после снятия лака обработать цинковым порошком. План А не сработал. После отжига цинкового порошка азотной кислотой имеем прозрачнейший раствор без малейшего наличия золотого осадка. Переходим к плану Б. Сейчас все же попробую упарить до солей небольшую часть раствора, в надежде, что при упаривании и прокаливании аурат калия восстановится до металлического золота. Процесс упаривания закончился. Теперь соберу осадок и буду прокаливать.
Прокаливание осадка растворению в царской водке с последующим анализом на хлорид ОЛОВ-2 также не дало результата. Раствор не окрасился в пурпурный цвет. Видимо, остается only one way. Восстановление через формальдегид. Ну а так как ролик оказался уже и так слишком длинным, развязку этой детективной истории оставим на вторую часть. А пока у меня все. Всем пока.